Всем привет! Сегодня расскажу про самый сильный удар, который я умею делать одноручным оружием. Сила удара зависит не только от техники нанесения, а еще от того, он нам зачем нужен. Возможно, сильно и не надо. В турнирном, в дуэльном фехтовании нам нужно, чтобы засчитали очко, попадание засчитали. В спортивном фехтовании олимпийском нужно коснуться уверенно. А в бугурте надо сломать человеку колено, либо доспех, либо просто сделать ему больно, неприятно, а зрителям страшно и весело. Так что в нашем виде спорта самый сильный удар, который я могу придумать, это удар в район колена. Давайте покажу, как его бью, а потом расскажу, какие есть нюансы и последовательно, как его выполнять. Стоит человек у рестайлища зафиксированный, там у него торчит колено. Подхожу я, меня никто не останавливает. Хочу ударить. Встал в стоечку и бью. Сейчас сильнее еще попробую. Кажется, сломал бы, если бы было колено. Какие есть нюансы еще? Про вложение, например, веса в удар. Часто под этим понимают то, что непосредственно в момент соприкосновения оружия и цели надо туда еще вес вложить, додавить. Это не тот случай. Мы вкладываем свой вес, конечно, в удар, но мы вкладываем его в разгон оружия. Оно у нас довольно массивное, эта железяка килограмма-полтора точно весит. И нам надо ее разогнать. Разогнать до максимально возможной скорости, на которую мы способны. И это сильно зависит от веса и то, как мы его в этот разгон сможем вложить. Вложить вес, додавить непосредственно в этот удар я не могу. Я в конце расслабляю кисть. То есть у меня нет жесткого сцепления с клинком. Мое дело разогнать, направить по оптимальной траектории и чуть-чуть в конце потянуть на себя. Про это чуть попозже. Все. И кисть расслабить. Поэтому я сейчас так смело бью по балде, она мне не отдает в руку. Начальное положение. Это фактически терция. Мы делали терцию такую, когда фехтовали. Сейчас положение примерно такое же. Локоть не прижат, он просто находится рядом с боком. Не отводим. Меч завален вперед. Ладошка смотрит примерно вниз. То есть по направлению. Ни сюда не развернуто, ни сюда. То есть как у нас предплечье идет от корпуса, так мы ладошку держим. Дальше. У нас идет замах. Замах в данном случае, я так советую, надо делать не рукой назад, а вверх. И причем не только рукой, а еще и чуть-чуть всем телом привстать, чтобы сопроводить клинок своим весом всем. Я буду немного путаться в этих всех биомеханиках. Я совсем тщательно их не разрабатывал, графиков не чертил со схемами, поэтому просто поверьте мне на слово, как лучше. Плюс ко всему, то, что мы не замахиваемся вверх рукой, нам не нужно плечо поднимать, разрушать нашу жесткую конструкцию. А задранное плечо – это слабая спина, как правило. Мы не сможем достаточно напрячься, чтобы передать вес в движение. Это такой мой казуальный взгляд. В общем, мне нравится чуть-чуть привставать. То есть вы сидели низко, потом раз, аж на цыпочки встали, а плечо при этом вверх не идет. Привстали и чуть-чуть, немного, сильно перекручиваться не надо, чуть-чуть, на несколько градусов, 5-7, раскрутили корпус. Нам не нужно перекручиваться, это будет уже слабая позиция.
нам нужно жесткий корпус и жесткое, короткое, быстрое вкручивание. То есть мы вкручиваемся бедрами, тазом, тук. Очень коротенькое движение. Привстали, бам. Вот так работает ноги и корпус. Опять же, графиков чертить не буду, вот смотрите, как я делаю, примерно так же. Дальше. Почему у нас клинок смотрит вперед? Да потому что так ему лучше разгоняться. Если мы клинок держим сзади и вот бьем, то траектория разгона у нас вот такая. Если клинок завален вперед, то траектория разгона у него будет гораздо длиннее. И разогнаться он успеет гораздо больше. Все, дальше все это надо собрать в кучу. Привстали, замахнулись, чуть-чуть скрутились. И, начиная с разворота бедер, дальше корпус, дальше чуть-чуть плечи, вкручиваемся, удар, бах. Здесь остановка. Я не знаю, видно ли вам на камере, но рука моя, кисть, она вот здесь вот и останавливается. То есть никуда дальше, внутрь, она не идет. Угла между предплечьем и мечом, вот если смотреть сверху, его тоже практически, ну вот он практически нет. Тут примерно 180 градусов, чуть-чуть поменьше. То есть в момент соударения локоть подсогнут, плечо внизу, меч довернут лезвием на противника, ну, чтобы четко прийти под 90 градусов к защите, ничего не соскользнуло. И, да, чуть не забыл сказать, меч направлен почти что параллельно земле. Мы не бьем вниз. Можно было бы, но нам правилами запрещено бить в стопу. Плюс, если вы направляете клинок, бьете вниз, я об этом говорил в ролике про удары, не все помнят, так проще отпарировать. То есть можно убрать ножку, и вот этот вот клинок пройдет мимо. Поэтому старайтесь, когда бьете, бить все время горизонтально. Ну и последний нюанс. В момент соударения, вот, летит меч, в момент соударения, поднеси камеру поближе. Даже чуть сверху, наверное, можно. В момент соударения с препятствием, ну, у нас летит как-то вот так вот. Мы чуть-чуть отводим руку назад. Иногда это движение буквально 2 сантиметра. Или просто как остановка выглядит. Вы били и остановили. И меч чуть-чуть. Помимо вращения, которое было такое, мы останавливаем руку, подаем ее назад и задаем дополнительное вращение, центр которого находится где-то вот по клинку, примерно где-то здесь. Вот. И еще чуть-чуть добавляем вращение к тому, что было изначально. То есть он разгоняется и соударяется, дополнительно вкручиваясь в мишень, в цель. Плюс это позволяет нам добиться того, что меч не отскакивает куда попало, то есть на нас, там, в сторону, а приходит по мишени так, чтобы отскочить от нее ровно, целиком. Этим самым мы добиваемся того, что мы можем приотпустить в конечной фазе удара, ну, при соударении кисть, и меч у нас никуда не отлетит. Ни в сторону, ни вниз, ни вверх. Он останется там же, где был. Мы ударили, чуть-чуть расслабили кисть и тут же схватили его обратно. То есть тук, просто буквально бросили. Я не знаю, было ли вам понятно. На самом деле, кроме практики, ничто вам не позволит удар отработать. Отрабатывайте на балде, лучше возьмите что-нибудь мягенькое, старую боксерскую грушу, там, либо мешок с песком лучше всего, он такой вязкий, потому что от противника ничего не отскакивает. Когда вы бьете человеку в колено,
даже ватное, очень мощное ватное колено, от него не отскакивает. Все равно, какой бы металл ни был, там все равно он вяжет. То есть попробуйте, найдите что-нибудь, что будет ваш удар гасить. Тогда вы получите полную иллюзию при отработке. По балде отрабатывать только вот в слабеньком режиме, потому что сильно отскакивает, вы не поймете ничего. Ну что, давайте еще несколько раз тресну. Сейчас попробуем не так сильно, а чуть-чуть помедленнее и порасслабленнее все это поделать. Вот, в общем-то, и все. Да, еще, этот удар очень экономный. Я сейчас был расслаблен практически полностью. У нас что, плечо висит внизу, мы стоим расслабленные на едва подсогнутых ножках. И только короткое усилие, естественно, это надо отрабатывать, чтобы максимально разогнать его в нужное время, где-то вот на этом участке, максимально сильно, и чуть-чуть выдернуть руку на себя, добавляя в удар. Мы, по большому счету, пользуемся вот только весом предмета у нас в руках. Понятно, что техника нанесения очень сильно зависит и от баланса оружия, и от его веса. То есть фальшионным и легким турнирным мячом с балансом ближе к гарде удар будет очень разный. Когда баланс у вас ближе к рукояти, там у некоторых мячей аж вот здесь он находится, вам придется доделывать удар кистью. То есть не получится взять его и куда-то отпустить. Удар получится очень слабый. Вы вынуждены, вот польские турнирные клинки такие, вам нужно будет доводить что-то кистью. Если у клинка баланс где-то здесь, хотя бы, это вообще чуть ли не посередине, господи, вот, то тут-то его вес использовать самое то. Вы просто кидаете, и он сам прекрасно летит. Все, хватит пока. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, колокольчик тыкайте. Да, можно донатить, даже нужно донатить, потому что я тут трачу деньги свои огромные и время, чтобы вас научить. Все, пока.